Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 6 марта, среда. И вы, наверное, знаете, что в Соединенных Штатах вчера был так называемый супервторник, когда в 16 штатах страны, а также в одной территории проходили праймерис. Праймерис одновременно республиканской и демократической партии. Это такое знаковое событие в предвыборной кампании в США, потому что вот так одновременно, сразу в 16 штатов. И победитель на этих праймерис с обеих партий, как правило, становится, в конце концов, представителем от его партии в финале на президентских выборах. Что можно сказать? Ну, вы знаете, наверное, что выиграл среди демократической партии, там вопросов не было. Выигрывает уверенно Байден. Единственное, что, правда, такой анекдотический случай вчера произошел, он проиграл эти праймерис в штате, не в штате, это американская Самоа, ассоциированная территория. Это такое вот небольшое основное государство. Там всего было 91 выборщик, всего от демократической партии. Из этих 91 49 проголосовало за Байдена, а 51 за его соперника. Таким образом, Байден проиграл выборы в Самоа. Ну, надо сказать, что Самоа, он всегда был специфической территорией. Вот до этого там победительницей была в Конгрессе Тулси Хаббард. Это какой-то ужас был. То есть все красивая женщина, безусловно, молодая, красивая, ей бы в Голливуд бы, а не в политику. Но то, что она творила, что она говорила, это был какой-то просто ужас. И вот теперь вторая неожиданность. Все остальное прошло по плану. Что показали эти выборы? Ники Хейли, она сходит с выборов, потому что она проиграла этот супервторник. Она выиграла всего из 16, всего один штат, небольшой, Вермонт. Во всех остальных уверенно выиграл Трамп. Но этого и следовало ожидать. Значит, интересный результат состоит даже не в том, кто выиграл, кто проиграл, а примерно 85-90%, это то, что показали экзит-полы, тех граждан, которые голосовали за Ники Хейли, при выходе, когда их опрашивали, если Хейли снимет себя с пробега, будете ли вы голосовать за Трампа в ноябре месяце? Так вот, 85-90 сторонников Хейли процентов заявили, что ни под каким предлогом за Трампа они голосовать не будут. То есть они или останутся дома, или будут голосовать за Байдена. И вот это очень важный результат и показатель этих праймерис. В целом она откусила, так сказать, от республиканской партии среди ее электората, примерно так 25%. 25%, то есть вот накануне ноябрьских выборов совершенно ясно, что Трамп не контролирует минимум 25% своей партии. Что касается Байдена, то там контроль практически полный на демократической партии. Кто же был среди сторонников Хейли? Это были независимые, а также умеренные республиканцы. И, как я вам раньше рассказывал, ссылаясь на данные специалистов, экспертов по выборам в США, исход выборов 2024 года, так же, как и 2020 года, будут решать независимые, которые, как я вам сказал только что показывают результаты выборов, они не за Трампа пока что. Второй, яркий такой показатель, что Хейли выигрывала в пригородах так называемых крупных городов, которые опять-таки в 2020 году решили исход выборов. И вот сейчас они опять не за Трампа. Накануне были проведены 11 общенациональных опросов общественного мнения по поводу того, кто, Трамп или Байден, могут выиграть в ноябре. Эти выборы, то есть эти полы показали разные результаты, плюс-минус, там туда-сюда. Большинство из них показали, что победителем, по идее, должен стать Трамп. Ну а если их всех суммировать в целом и вывести
среднюю величину, то Трамп, по идее, выигрывает на настоящий момент впереди на 2% от Байдена. По этому поводу высказалась на Fox News, а это, как вы знаете, это канал республиканцев, которые поддерживают Трампа, высказалась звезда их аналитики по выборам Джессика Тарлоу. Она умеренная, она действительно аналитик, она не политик, она не мага, она не демократка, просто классный специалист, общепризнанный. То есть это звезда, повторяю, звезда аналитики в области выборов республиканского телеканала Fox. Так вот, она сказала, что вот эти все последние опросы общественного мнения, они не имеют никакого смысла. Ну, в качестве примера она привела тот вот самый острый вопрос сейчас для американских женщин. Это вопрос о... Ну, в последнее время, вот он буквально неделю, несколько назад возник, это вне корпулярно ли... я теряюсь в этих специфических терминах, это IVF, то есть это, наверное, экстра внематочная беременность или вот зародыши в пробирке. Как-то так, извините, если не совсем правильно назвал это все. Короче говоря, искусственное оплодотворение все в некоторых штатах запрещено. И это республиканцы сначала поддержали, потом начали извиваться, якобы мы не имеем никакого отношения, но это полностью пятном легло на них. И женщины заволновались, и их опросы показали, что они возмущены именно республиканцами. И тут бах! Некоторые опросы общественного мнения показывают, что 20% женщин, которые раньше были за Байдена, вдруг стали за Трампа. И вот она говорит, ну это не имеет никакого смысла. Или среди латиноамериканцев опросили, один опрос общественного мнения, опросили 300 человек, 300, опросили на английском языке, и при этом оказалось, что они не владеют. Опять-таки, не имеет смысла. Ну и вообще вот эти опросы общественного мнения во время праймерис, сколько наберет в конкретных штатах Трампа, сколько наберет Ники Хейли, они отличались от финальных результатов, ну так, процентов на 20, на 25. Сначала показывали эти опросы завышенное ожидание от Трампа, он показывал реальные результаты где-то на 20, а то и до 30% ниже того, что предполагалось. А вот на прошедший вчера праймерис, наоборот, опросы или ожидания, что ли, прогнозы где-то процентов на 20 были выше, чем это достигла Ники Хейли. Короче говоря, все это вилами по воде написано. Я уже говорил об этом, ссылаясь на других аналитиков. Ждем ноября месяца. Ну и что еще интересно? Я долго вчера сидел, слушал длинные, несколько часов они длились, ну практически целый день, целый вечер, аналитические передачи различных каналов, которые освещали праймерис. И вот там появилось несколько точек, которые я потом соединил, и они привели меня в изумление, говоря мягко. А если так жестко сказать, то чуть ли не в ужас, хотя человек и не слабонервный. Что это было? Значит, как сообщила газета «Нью-Йорк Таймс», в воскресенье, то есть вот буквально то воскресенье, которое только что прошло, Трамп встретился в Палм-Бич во Флориде с Элоном Маском. Зачем он с ним встречался? Ну, он на мели. Денег у него на предвыборную кампанию дальше маловато. То есть в начале 2024 года, когда началась эта предвыборная кампания, у Байдена было где-то 46 миллионов долларов на эти цели. У Трампа было 33. Из этих денег он еще оплачивал услуги адвокатов. И есть большой вопрос, остались ли вообще у него какие-то деньги. Хотя вот сам этический вопрос, ему давали деньги пожертвования на выборы, а вот относятся ли к выборным расходам затраты на его адвокатов по его личным делам, гражданским и уголовным? Это так вот вопрос, большой, так сказать, вопрос. Ну и надо выплачивать через
но уже меньше 30 дней осталось, когда он должен выплатить около полумиллиарда долларов по приговору или решению гражданского суда о мошеннических его операциях в его компании в штате Нью-Йорк. То есть так получается, что он может оказаться вообще без копейки в кармане. Ну и Илон Маск – это, наверное, тот человек, как посчитал Трамп, который может ему помочь. На днях он должен встретиться второй раз, причем на этот раз с глазу на глаз. Во время встречи в воскресенье его сопровождал Стив Беннон. Это, так сказать, идеолог трампизма, идеолог МАГА, который, по сути дела, вот если суммировать его взгляды, его можно назвать так вот двумя словами. Сумма его взглядов – это хаос и разрушение государства. То есть это анархист в полном смысле этого слова. В голове у человека сумбур. То есть надо все до основания разрушить, а затем, а что затем, извините, фиг его знает. Ну, то есть большевик современный, то есть напрасно сторонники Трампа говорят, что социалисты, коммунисты – это байденцы. Нет, это главный идеолог у Трампа. Он анархист, и он, как в песне поется большевиков, «Весь мир насилием мы разрушим». Так вот, значит, что грозит этот альянс? То есть получается, что Маск, он очень нужен, он критически нужен Трампу, потому что без его денег из других крупных источников к Трампу как-то доноры не идут. А Маск, богатейший человек мира, 200 миллиардов долларов состояния, он может решить все. Он может купить Трампа, то есть Трампу он нужен для денег, а Маску Трамп тоже нужен. Ну, он человек тоже специфический, вы его знаете. Ко всем там спецификам у него прибавилось в последнее время заметно, во всяком случае, все больше информации появляется, что он так серьезно сидит на, ну, назовем это мягко, дурманящих веществах, причем серьезных дурманящих веществах. У него проблемы есть с бизнесом, который его карманный президент, если этим будет Трамп, если он Трампа купит, он может помочь решить. Ну вот скажу вам так, производитель автомобилей Tesla является единственным в Соединенных Штатах производителем, который продает свои автомобили напрямую потребителям и обслуживает их только в Тесле. Все остальные, и на этот счет есть закон специальный в Соединенных Штатах, все остальные производители автомобилей должны продавать через дилерские сети. И вот эти дилерские сети являются одними из самых могущественных лоббистских компаний в США. И даже им до сих пор не удавалось приструнить Маска и сделать так, чтобы он через них торговал своими автомобилями. Но над Маском все время висит угроза, потому что эти самые дилеры, их лоббисты работают постоянно. Ему надо их нейтрализовать. Второй вопрос, он воюет с профсоюзами. Там иски идут туда-сюда, ему нужно задавить профсоюзы в корне. Они все за Байдена. Наконец, даже не столько он, сколько американское государство имело неосторожность допустить его, иностранца по большому счету, и человека с завихрениями, в святая святых, это в космическую промышленность США. И даже в ту часть ее, которая касается обороны. Это ракетоносители, это Starlink, в конце концов, это связь и другие важнейшие для существования страны стратегические сферы. Вот когда он начал проявлять свою иногда неадекватность в связи с агрессией России против Украины, в связи с его высказыванием в поддержку Путина, здесь в Вашингтоне начали раздаваться голоса о том, что его надо гнать из космической сферы, в том, что касается национальной безопасности. И в последнее время тон его негативных высказываний в адрес Байдена возрастал. По поводу Трампа он пока не говорил, что Трамп нравится ему, что он готов отстегнуть ему какую-то сумму и так далее. Вот. Но это вот такая настойчивость Трампа. Одна встреча, потом через несколько времени другая показала важность и срочность для него этого вопроса. И я вот подумал, знаете, вот если они схлестнутся,
То есть один человек, я имею в виду Трамп, который под влиянием такого человека, как Стив Беннон, это фактически анархиста и разрушителя, сеятель хаоса. И вот если такой человек, как Трамп, без царя в голове, без какого-то реального опыта в области внешней политики, без какой-то программы в области экономики. У него вся программа, что он выдавил за всю свою предвыборную кампанию, это то, что со второго дня своего президентства он начнет копать дырки и там, где газ, там, где нефть, как будто до него этого никто не делал. То есть до него при Байдене Америка стала самой нефти- и газодобывающей страной в мире, причем с большим отрывом. И такие количества и того, и другого добывает, которые в истории ни одно государство мира в истории не добывало. А у него вот единственная такая программа. Единственное, ему катастрофически нужны деньги. И вот Маск, который, вы знаете, мне, откровенно говоря, кого он напоминает все больше в последнее время. Вот фильмы первые о Джеймсе Бонде, там «Доктор Зло», вот эти все всемирные, так сказать, злодеи, против которых единственный человек, кто может бороться, это Джеймс Бонд, вот, там Голдфингер. Так вот, он что-то мне напоминает среднее между доктором Но, Голдфингером там, и так далее. И вот если они схлестнутся, это может быть страшным, так сказать, проектом. А если добавить сюда еще Путина, которому симпатизирует и Трамп, и Маск, и объединить эту троицу, не святую, далеко не святую троицу вместе, то это, извините меня, уже страшная картина. А если сюда прибавить еще товарища Си, у которого сейчас проблемы с экономикой, и еще одного, как его назвал, благородного государственного деятеля, я имею в виду Ким Чен Ына, вот так его называл Трамп, будучи президентом перед встречей с ним в верхах. Благородный государственный деятель. Туда его, то это может быть, просто, это страшная просто банда, перед которой Европа окажется, то есть сейчас она против одной авторитарной страны, это Россия, а так она откажется перед сразу несколькими. С одной стороны авторитарная Россия, дальше авторитарный Китай, и с этой стороны авторитарные Соединенные Штаты Америки, которые заправляются двумя: президентом Трампом и который находится в кармане у Элона Маска. Ну, Элон Маск по своему состоянию, конечно, богатейший официальный человек мира, правда, они иногда меняются местами с Джеффом Безосом. Вот. Путин, конечно, побогаче будет, но неофициально. Но, тем не менее, вот соединение вот этого мрачного капитала, тут же и путинский капитал можно будет выводить из серой и черной сферы. То есть вывести при помощи Маска капиталы Путина, а там страшное дело, сколько их, объединить с несметным состоянием Элона Маска, президент Соединенных Штатов в кармане, и там еще товарищ Си и товарищ Ин. То есть вот это страшный сон. Это может быть страшный сон. Ну и это, конечно, приводит в шоковое состояние Европу. Я думаю, что в следующих нескольких передачах надо подробнее вам осветить предвыборную кампанию Трампа, что касается европейского континента. Сейчас я вам только так сказать, краткие тезисы изложу. Там в шоке. То есть они не могут поверить, что этого можно второй раз допустить в Белый дом. Опять-таки, повторяю, что это, так сказать, худший вариант, потому что, правильно сказала Джессика Тарлоу, на Fox-канале все эти прогнозы сейчас, это для слабонервных, они не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, то чем ближе, тем как-то более нервной становится Европа, но я скажу, что это хорошо. То есть Европе нужна была шоковая терапия, и вот сейчас она в каком-то смысле это испытывает. Вот как пишет одно из американских изданий USA и USA Today, сейчас Европу постигло разочарование тем, что происходит в Америке, и неверие в то, что это возможно, что второе президентство Трампа может стать реальностью.
они уверяют себя, что если Трамп станет президентом, он не выведет войска, не выведет Америку из НАТО. Так вот, по этому поводу помощник Трампа по национальной безопасности Болтон назвал эти надежды триумфом надежды над опытом, который он имеет, и он утверждает, что Трамп так и поступит, выведет Америку из НАТО. Не обязательно де юре, но де-факто это точно. И что в этом смысле происходит? То есть холодный душ, шоковая терапия, слава богу, так по большому счету, потому что они от надежды, от маниловских надежд, все как-то так рассосется, наконец-то приходит в состояние, когда надо что-то делать. И начинает действовать достаточно быстро. Ну, скажем так, сейчас быстрыми темпами страны Евросоюза и НАТО рассматривают каждая из них проект своей политики в области обороны, которые каждый для них были розданы из Брюсселя. То есть каждая страна получила свой план действий, над ним работает. Что сейчас там происходит? Сейчас они пытаются заткнуть те дыры, которые у них образовались в области вооружения, но делают это судорожно за счет закупок извне оружия и боеприпасов. Это главным образом объясняется необходимостью их поставки в Украину. Примерно 47% сейчас закупок всех вооружений и боеприпасов Евросоюзом, странами НАТО, ЕС, они делаются в третьих странах и через Европу так или иначе, значит, поступают в Украину, и в ближайшие дни, недели они должны поступать во все увеличившихся темпах. Теперь речь стоит о том, что надо внутри страны производить. Вот, допустим, к 30 году они планируют сделать так, чтобы внутренняя торговля оружием, которое произведено внутри Евросоюза, составляла примерно 35% стоимости оборонной промышленности. Далее обсуждается между Литвой и Польшей. Обсуждаются планы укрепления восточного фланга НАТО, а Эстония, Франция и Польша в специальном документе призвали к срочному повышению готовности европейской обороны. Вот таким результатом приводит призрак Трампа. В этой ситуации, когда нарастает военная угроза, дальше я вам расскажу немножко, Россию начинают все больше прикручивать через санкции экономически, возрастает важность информационно-психологической войны или просто информационной войны. Я хотел вам привести всего пару примеров. Вот первый пример, он касается недавнего скандала публикации разговора нескольких высших чинов Бундесвера по поводу возможных поставок ракет «Торос» в Украину. И вот эта информация поступает сюда, в Соединенные Штаты. Почему-то в интерпретации, которая ближе к Кремлю. То есть здесь вот у меня есть сосед, который работает в крупной инвестиционной фирме. То есть там не реднеки работают, не идиоты. Люди делают большие деньги и для других, и для себя. Так вот, он мне сообщил, значит, что касается Торос, так Европа сама виновата, что она вызывает недовольство у России, то есть раздражает, пугает Россию своими ракетами. Это же европейцы хотят поставить эти ракеты в Украину, чтобы эти ракеты, значит, били по российской территории. То есть это нападение фактически или угроза нападения. России ничего не остается, как защищаться. И вот кто бы ему объяснил? Кто бы ему объяснил, что то, что делает Путин, это буквально калька того, что сделал фюрер в свое время. 1 к 1. То есть у того был аншлюз Австрии, этот сделал аншлюз Крыма. Тот Судетскую область Чехословакии захватил, якобы это потому, что там много немцев там обижают. Вот таким же макаром, значит, они вторглись и укрепили свои позиции на Донбассе. Фюрер никогда, Германия, Третий рейх никогда ни на кого, по большому счету, не нападали, как считалось в Третьем рейхе. Они не начинали Вторую мировую войну. Это была Франция и Великобритания, которые объявили войну и напали на Германию. Правда, до этого не рассказывается, что это произошло. Они объявили войну, потому что Германия
начало войну, вторгнувшись всей своей военной мощью в Польшу. Но даже если так им сказали бы, они бы ответили: так а мы что? Мы хотели просто коридор пробить, как сейчас пробивает коридор от материковой России, значит, вдоль восточных областей, восточных и южных областей Украины. Путлер сейчас пробивает этот коридор в Крым. Также фюрер, он всего-навсего требовал, так сказать, всего-навсего, да, коридора к Данцигу. А поскольку Польша отвечала, как говорила геббельсовская пропаганда, отвечала высокомерно, ну вот так вот пришлось решать военным путем. Специальную военную операцию провести, которая началась 1 сентября 1939 года. А потом вот злые империалисты Франция и Англия уже начали против Германии Вторую мировую войну. То есть все это разбивается. Если донести несведущим американцам, которые вчера еще не знали, где Украина на карте находится, всю реальную ситуацию. Еще одно проявление, которое у меня такое впечатление незаслуженно вот в Украине, я считаю, как-то говорят обо всем. Если так вот, я как слежу по интернету, по YouTube пространству, но вот такие крупные ходы Раши в области ИПСО как-то проходят мимо должного внимания. Я имею в виду вот последние экзерсиции Путина по поводу возникновения земли русской, который подразумевает, что Украины как таковой никогда не существовало, что это единый народ, даже не братский народ, а единый народ, а все это Россия, начиная от Рюрика, вся эта галиматья, которую вы знаете. В Украине, да, может быть, так пропускают и мимо ушей, но здесь, как это говорили в свое время российские пропагандисты времен Ельцина и Путина, people have it. То есть внутренние разборки, причем здесь мы, американцы, зачем мы должны поставлять туда оружие, у нас своих проблем там полно и так далее. Короче говоря, я уже об этом говорил некоторое время назад, информационно-психологическую войну, то есть Украина даже не участвует в ней. Вот есть в Украине государственная структура такая, как телемарафон. Насколько я понимаю, она занимается обработкой мозгов украинцев по внутренним проблемам политическим. А что касается работы в этом направлении на международной арене, до этого руки не доходят. И в этой связи произошло такое незаметное пока в Украине, но яркое событие. Были написаны очерки по истории Украины, которые, они были раньше, еще до вот этого патетического выступления Путина про Рюрика, но как-то так вот автор угадал будущие тезисы российской подрывной пропаганды и фактически вот ответил по абзацам, один на один, на все эти вопросы, которые потом поставил Путин. И автор этот Игорь Петрович Смешко, о котором я симпатии высказывался еще в самом начале существования этого канала. Я думаю, что большинство украинских граждан не знает, что Игорь Петрович – доктор технических наук в сфере военной кибернетики и профессор системного анализа и синтеза сложных технических систем. Сейчас в управлении государства украинского специалистов такого профиля, я боюсь, нет. Сейчас как-то все проще. Кроме того, он лауреат государственной премии в области науки и техники. И вот он написал эту книгу, которая была презентована, насколько я помню, в Соединенных Штатах Америки, затем в Германии, в Польше, в Болгарии. И сейчас она переводится на французский язык, на немецкий и еще ряд других языков. Эта книга недавно появилась на Амазоне. Я ее приобрел, и первое, что я сделал, то есть я несколько экземпляров приобрел и подарил один из них своему коллеге, американскому журналисту, который в 2018 году приехал в Киев, и он очень искал серьезную историческую работу, хорошую книгу по истории Украины. И он обошел в центре Киева несколько магазинов, спрашивал специально, он не нашел на полках, спрашивал, есть, нет, и он с удивлением обнаружил, что вот в молодом государстве,
где происходит становление нации, такой книги, в всяком случае, тогда не было. И сейчас он очень обрадовался, прочитав эту книгу, и высоко о ней отозвался. Предисловие к этой книге написал Карл Габсбург-Лотарингский. Это внук последнего императора Австро-Венгрии и представитель династии, которая столетиями управляла Австро-Венгрией, а до этого, если не ошибаюсь, даже Священной Римской империей. Это в прошлом член Европейского парламента, ну и вообще такая знаковая личность в Европе. Со стороны Соединенных Штатов предисловие написал Джордж Волошин, который был членом администрации Рейгана, а затем Буша-старшего. И он занимал должность директора ФИМА. ФИМА – это нечто похожее на Министерство чрезвычайных ситуаций, но тогда, вот, в момент самого всплеска, последнего, самого мощного всплеска холодной войны, это ведомство фактически отвечало за подготовку страны к возможному ядерному конфликту и за функционирование государства американского в случае ядерной войны. То есть это было, наряду с Пентагоном, одно из важнейших структурных подразделений правительства США, и внешняя разведка Советского Союза имела в виду это ФИМА, как она называлась, да и сейчас так называется, как один из основных объектов своего проникновения. Короче говоря, очень высокие оценки получила со стороны этих двух джентльменов эта книга. Она состоит из двух частей. Первая на английском, вторая – это одна и та же книга, и вторая часть на украинском. Называется она по-английски «Essays of the History of Ukraine», или же «Нарысы» или «Нарысы» из истории Украины, или же очерки по истории Украины. В ближайшее время появится там еще русский вариант и некоторые другие переводы. Очень рекомендую, господа, особенно да, гражданам Украины. Не знаю, насколько... То есть книга недорогая. Не знаю в нынешней экономической ситуации, насколько будет возможность у гражданина Украины ее приобрести. По-моему, что-то она стоит около $5. А вот те, которые вдали от Родины, как говорится, но сохраняют свои духовные узы с ней, я думаю, что каждый уважающий себя украинец должен иметь такую книгу. То есть я не говорю о том, что именно эту, но вот такую книгу, где научно, системным анализом написана история Украины, которая вызывает ненависть сейчас у врага. Достаточно сказать, вот в Украине, пока ее, насколько я понимаю, не знают и не слышали, а вот враг в Москве, он уже об этом услышал, об этой книге и уже узнал. И поэтому там было как минимум 3 ведущих телеканала, один из них «Россия-1», которые посвятили, каждый из них посвятили передачу в прайм-тайм, то есть тогда, когда наибольшее количество зрителей смотрят эти передачи, посвятили 30-40 минут группа их аналитиков, извините, пропагандистов, обрабатывали и обсуждали эту книгу как продукт ИПСО, написанного украинскими спецслужбами под руководством генерала спецслужб Смешко. То есть они не говорили о том, что человек уникальный специалист в области системного анализа, синтеза сложных технических систем, а самое главное, он специалист по разделяющимся маневренным боеголовкам, которые так нужны сейчас в Украине. Вот, поэтому надо знать то, чего боится враг, и надо владеть этим оружием для того, чтобы бороться с врагом. Потому что вот это, как я вам привел на 2 примерах, в отношении Торуса и в отношении высказываний Путина по поводу восстановления якобы образования государства российского, оно приводит к огромным системным результатам. Оно меняет, если этому не противостоять, если не отвечать на это, оно меняет сознание Ширнармас, ну, пока это в основном республиканцы,
здесь. В основном трамписты, МАГА. Но, тем не менее, потом это вот все выливается в то, что мы сейчас имеем насчет Трампа. Надеюсь, что мы будем это иметь максимум до ноября месяца, а потом все это успокоится, и жизнь вернется в нормальное русло. А тем временем экономически удавка на шее России затягивается, и последним таким серьезным шагом в этом направлении был декабрьский указ Байдена по поводу вторичных санкций банков, которые будут помогать тем партнерам в России, которые так или иначе связаны с российским ВПК. И вот я вам говорил по поводу того, что китайские банки отказываются обслуживать операции нефть, газ там, и так далее. Теперь, по сообщению латвийских СМИ, независимых СМИ, дело дошло до Турции. Турецкие покупатели российской нефти начали ощущать сложности в расчетах с Россией. Но в Турции Запад пошел еще дальше и добрался аж до туристической сферы, которую посчитал стратегической. Ну, потому что за прошлый год около 6 миллионов россиян поехали туда отдохнуть. На Западе посчитали, что не надо россиянам, пока их страна убивает граждан, женщин, детей, соседней страны, не надо им отдыхать, им надо сидеть у себя дома и испытывать все прелести этой войны по возможности. Так вот, турецкие отели с января месяца испытывают серьезные сложности в получении оплаты от российских отдыхающих. Денежные переводы, сделанные из России, либо не поступают в Турцию, либо поступают слишком поздно, а иногда их просто отправляют турецкие банки обратно. И об этом заявил латышским СМИ заместитель председателя партии Ватан Сердар Ускоплу. Он утверждал, что турецкие компании чувствуют давление со стороны Запада, который хочет разорвать торговые отношения между Москвой и Анкарой. Турецкие бизнесмены, ведущие бизнес России, рискуют попасть в черный список Соединенных Штатов Америки. И они туда уже поступили. Значит, вот на этом я хотел бы закончить сегодняшний выпуск, дорогие друзья. Кто заинтересуется книгой, возможностью ее приобретения на Amazon, я выложу ссылку на соответствующую страницу в Амазоне к описанию этого видео, а также прикреплю к первому, то есть помещу ее в первом прикрепленном комментарии к этому видео. Amazon доставляет эту покупку в любую страну мира. Так что приобретайте оружие идеологическое, информационное для борьбы с врагом. Хочу сразу сказать, что я из этой презентации не имею ничего. То есть никаких процентов, никакой материальной заинтересованности. Просто это действительно серьезный вклад в той сфере, в которой сейчас у Украины, к сожалению, существует полная зияющая брешь. Это провал на внешнем фронте информационно-психологических операций. И эту брешь нужно срочно заделать. Я думаю, вот это эссе, эти очерки по истории Украины могут в значительной степени это помочь. Ну, если в Болгарии 3 вечера в прайм-тайм по 40 минут об этом говорится, если я знаю вот как минимум 2 посла крупных, одних из крупнейших европейских стран, послы этих стран в Москве приобрели эту книгу и, значит, считают ее настольной, то, видимо, она была написана не напрасно. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Как обычно, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, выдержки, мужества, твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч.